Итак, коммунистическая партия запустила механизм поисков группы Дятлова. По тем временам это была невиданная по своим масштабам операция. Задействовали и армию, и студентов, и альпинистов. Цель – найти и спасти дятловцев. Естественно, пришлось подключаться и местным. Хотя у них было 3 недели, чтобы поднять трам-тарарам. Но они ожидали отмашки сверху. Сегодня мы проследим, как развивались события до того момента, как поисковики вышли на палатку дятловцев. И посмотрим внимательно, при каких обстоятельствах они очутились именно в той точке. Ведь территория поиска по маршруту составляла до 200 квадратных километров. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Биенко красочно живописует, как партийная вертикаль заработала на полную мощность. Я стал очевидцем столь стремительной организации крупномасштабных поисков, что сейчас это кажется фантастикой. А секрет такой оперативности был в том, что, обходя все ведомственные барьеры, обком партии звонил в райкомы, а те в парткомы нужных организаций. И сразу же выделялась помощь. И гражданская, и военная. Это была и автотехника, и самолеты, и вертолеты, и спецчасти. Конец цитаты. 22 февраля в правкоме УПИ организовали штаб во главе с В.Е. Слободиным, руководителем правкома, и начались энергичные спасательные работы. В штабе установили круглосуточное дежурство, еще 3 группы сформировали в УПИ из добровольцев под руководством Гребенника, Аксельрода и Слабцова. И в Ивдель стайками начали прибывать студенты из Уральского политехнического института. Картина рисуется почти эпическая. Молодежь, не раздумывая, бросается на помощь. Но если почитать воспоминания участников поисков, эта картина выглядит гораздо прозаичнее. Летчик Карпушин привел нам один показательный эпизод. В один из первых дней нашей работы прилетел к нам рейсовый самолет Ан-2. Прибыла группа из УПИ, 12 студентов. Подходят к нам, заявляют категорически: завтра вы нас повезете туда. Мы смотрим на них, удивляемся тихо. Что, мало тех 9 пропавших, что ли? Одеты легко, в штормовках, на ногах чуть ли не бегунки, кеды. Ребята, вы куда прибыли? В санаторий? Конец цитаты. И в этом эпизоде сразу бросаются в глаза 3 момента. Первый – экипировка. Студенты приехали в Ивдель одетыми крайне несерьезно для условий Северного Урала. Легкие штормовки, чуть ли не кеды. Для летчиков в меховых унтах и куртках с высоким ветростойким воротником с подкладкой на меху это выглядело абсурдно. Но эта деталь многое объясняет. Решение ехать на поиски принималось в спешке. Никто толком не занимался подготовкой, не собирал специальное снаряжение, не формировал полноценные группы. Многие садились в самолет практически с колес. Студенты сами до конца не представляли, в какие условия они попадут. И хотя на поиски привлекали именно туристов, людей с походным опытом и снаряжением, даже среди них далеко не все имели представление, куда они едут. Второй момент – манера общения. По словам Карпушина, студенты разговаривали с летчиками в приказном порядке. «Завтра вы нас повезете». И здесь возникает любопытный контраст. Мы уже видели, как вел себя председатель спортклуба УПИ Гордо, когда пытался организовать самолет. Он действовал осторожно, обращался к летчикам почти заискивающе. А тут другая картина. Плохо экипированные студенты разговаривают с летчиками командным тоном. Получается своеобразный диссонанс. Человек, на котором лежала реальная организационная ответственность, ведет себя вежливо и дипломатично. А те, кто только что прилетел и еще не понимает всей сложности ситуации, ведут себя так, будто они не к пилоту обращаются, а к таксисту на вокзале. «Шеф, въезжай! 2 счетчика!» Только здесь речь шла не о городской поездке, а о вылетах в суровую зимнюю тайгу, где каждая посадка на заснеженную площадку была отдельной операцией и риском. И третий момент из этого эпизода. Советская система действительно умела воодушевлять людей. Когда возникала чрезвычайная ситуация, на первый план сразу выдвигались правильные слова.
Долг, товарищество, взаимовыручка, необходимость помочь. Это был мощный моральный импульс, и он работал. Люди откликались искренне, без расчета. Студенты из Уральского политеха не торговались, не взвешивали риски, не требовали условий. Они просто поехали искать своих товарищей. Но при этом материальное обеспечение, экипировка, организация, логистика часто оказывались на втором плане. Задача партии – это зажечь людей, а дальше они и сами справятся. Энтузиазм должен был компенсировать все остальное – холод, усталость, неподготовленность. И это характерная черта той эпохи. В основе лежала идея, что человек может и должен преодолевать любые трудности силой воли и веры в общее дело. Помните стихи советского пропагандиста Маяковского? «По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старою телегою рабочие лежат. Темно свинцово-ночие, и дождик толст, как жгут. Сидят в грязи рабочие, сидят, лучину жгут. Слевеют губы с холода, но губы шепчут Влад. Через 4 года здесь будет город-сад. Свела промозглость корчею, неважный мокр уют. Сидят в потьмах рабочие, подмокший хлеб жуют. Но шепот громче голода, он кроет капель спад. Через 4 года здесь будет город-сад». И концовка. «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть». Город-сад! Я жрать хочу! Какие это люди? Вот такие, которые сидят в грязи, мерзнут, едят подмокший хлеб, но продолжают верить и работать. Люди, для которых идея важнее комфорта и даже собственного здоровья. Именно на таких людях советская система во многом и держалась. И интересно, что писал этот стишок не измученный, промокший рабочий под телегой. Писал его поэт, который на тот момент был полностью обеспеченным человеком, хорошо одет, сытно ел и запутался в своих амурных историях. В общем, советская система держалась на людях, которые готовы терпеть. Именно таких она воспитывала, на таких и рассчитывала. И поэтому сцена со студентами, прилетевшими на Северный Урал без нормальной экипировки, не выглядит случайностью. Это прямое продолжение этой практики. Короче, мы теперь понимаем атмосферу первых дней поисков. С одной стороны, искренний студенческий порыв и желание спасти своих товарищей. С другой, спешка, неподготовленность и типичная для того времени ставка на энтузиазм вместо системной организации поисков. В этот же день, 22 февраля, Дряхлых вылетел на вертолете с представителем института Гордо, сделали посадку в поселке Вижай, где забрали лесника Кузнецова и полетели на Северную Ташемку к юрте Александра Прокопьевича Анямова. В общем, начали облетать Манси и расспрашивать их, кто что знает. А тут и Москва направила нескольких специалистов. Баскин, представитель ЦК «Буревестник», комиссии от Союза спортивных обществ и организаций РСФСР, альпинист и скалолаз. Он был в поисково-спасательной службе на Кавказе известным человеком. Бардина и Шулешко прислал Роскомфискульт. Все это, как видим, спасательное направление. И на этом со свердловскими поисковиками приостановимся. С ними все ясно, масса материала на эту тему. Нас прежде всего интересуют ивдельские участники поисковой операции. Многие из них, если не все, прекрасно знают, что спасать уже некого и где находится место преступления. Но мы только догадываться можем, кто из них глаза и уши фигурантов и вообще ивдельских властей. Легальным руководителем поисков поначалу выступал первый секретарь Ивдельского горкома КПСС Проданов. 23 февраля Свердловские пытаются подключить к поискам, собственно, Манси. Но большинство из них категорически отказались участвовать в этом мероприятии, ссылаясь на разные причины – нездоровье и хозяйственные дела. И часто на форумах высказываются всякие обиды по этому поводу. Ну как это так? Искать дятловцев – это ж святое дело.
Но извините, почему манси должны были бросать свои дела, оленей и в ущерб себе заниматься поисками незнакомых им туристов? Не было у них таких обязательств, кроме, конечно, одного из них, Степана Курикова, который и возглавил группу манси. И тут нам интересны показания Коптелова, который сказал так. Да-да, говорили, что он сам вызвался специально, чтобы вопросов лишних не было. Каких это лишних вопросов? А может, лишних ответов? Степан Куриков не мог отказаться от участия в поисках, потому что он соглядатай власть придержащих Ивдельского района. И среди своих Куриков, естественно, провел инструктаж, что им говорить при общении с городскими поисковиками, а о чем молчать в тряпочку. Мы в этом еще не раз убедимся. Потому что тут надо понимать, что не только манси, а и все местные вели себя с приезжими крайне осмотрительно. Не то, что там всех собрали и давали наставления. Эти рекомендации передавались друг другу по беспроволочному телеграфу. Лишнего не болтать, рассказывать приезжим страшилки про бураны, про мансийские легенды всякие, про то, как ураганы сдувают с гор охотников и все такое. И вот 23 февраля начальник геолого-разведочной экспедиции Сульман посылает радиограмму какому-то Баранову. Немедленно организуйте поиски, стоимость оплатим. Баранов. Манси согласны ехать в поиски. Плата за сутки 4 человека 500 рублей. Следы обнаружили манси в 90 километрах от Суеват-Пауля к Уральскому хребту. Дайте ваше согласие на поиски. Сульман такой. На поиски лыжников оплату мансийцам 500 рублей в сутки. Согласие даем, предупредите о строгом выполнении поисков. Кто такой Сульман? Он что, министр финансов? Так, брякнул и забыл. И в июне 59-го братья Куриковы придут в исполком Ивдельского городского совета к Дерягину и будут просить эти пресловутые 500 рублей в сутки Степану за 35 дней поисков, а Григорию за 15 дней. Дерягин, понятно, что охренел. Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? А как же? За поиски туристов. Ой, голуба! Клянусь честью покойного батюшки, забыл снять с текущего счета. Какой Сульман? Кто обещал? Так идите к Сульману. И 4 июня Дерягин строчит письмо директору Уральского политехнического института Сиунову и просит его рассчитаться с Куриковыми за проделанную работу. И делает приписку. Указанные граждане производили поиски по заданию горкома КПСС и горисполкома. А вот какого горкома не указал, вероятно, подразумевал, что Свердловского. Сиунов тоже, вероятно, послал их в горком и горисполком. Если они давали задание, то пусть и платят. А через 2 недели за братьями Куриковыми потянулись и остальные. И опять из Ивдельского горисполкома летит депеша в УПИ. В исполком Ивдельского городского совета обратились манси с просьбой, чтобы вы оплатили им за работу на поисках погибшей группы туристов. Исполком горсовета просит вас оплатить группе манси за их работу по 35 рублей в день. Курикову Степану Николаевичу и Курикову Григорию Николаевичу по 15 дней поисков. Анямов Алексей Алексеевич, Бахтияров Тимофей Егорович, Анямов Николай Павлович за 9 дней. Как видим, аппетиты Куриковых уменьшились, но зато мы знаем, кто из манси принимал участие в поисках. И это были люди, близкие к братьям Куриковым. 24 февраля Масленников утром вылетел самолетом в Ивдель и постепенно стал подгребать под себя руководство поисками. Со мной вылетела группа Гребенника, Вишневский и Артюков. В Ивделе уже был Гордо, Блинов. Блинов был организатором поиска, а Гордо обеспечивал материальную часть экспедиции. В тот же день на совещании в горкоме КПСС было решено начать поиск группы по всем участкам маршрута группы Дятлова. Конец цитаты. Обращаем внимание, поиски организовывают по всем участкам маршрута. Это ключевые слова. 52-летний Вишневский – это заведующий кафедрой физвоспитания УПИ, а 45-летний Артюков – это начальник учебной части военной кафедры УПИ.
На Карельских фронтах он командовал лыжным батальоном, а в 50-56 годах был секретарем военного совета Уральского военного округа, командующий Жуков. Аскинадзе охарактеризовал Артюкова как халуя-денщика, который, не задумываясь, перегрызет горло любому, на кого укажет патрон. Артюков. В этот же день я был принят командующим ВВС округа, с которым была достигнута договоренность о выделении одного самолета и 2 вертолетов для обеспечения поиска. В 11 часов 24 февраля мы вместе с заместителем директора УПИ товарищем Плетневым и секретарем партийной организации товарищем Заостровским и с группой студентов-спортсменов под руководством мастера спорта инженера Масленникова в количестве 12 человек вылетели в город Ивдель. Конец цитаты. Можете себе представить эту внушительную делегацию. Заместитель директора УПИ и секретарь партийной организации. Лучшие люди Свердловска встрепенулись и хотят продемонстрировать, что они не какие-то бессердечные уфимцев и Гордо, что партия может на них положиться. Хотя вообще непонятно, чем они там могли помочь на месте. Лучше бы студентов своих экипировали как положено и снаряжением их обеспечили. Артюков продолжает. Прибыв в город Ивдель и в тот же день созвав совещание под председательством первого секретаря ГК КПСС товарища Проданова, на совещании присутствовали сам начальник управления Ивдельского ИТЛ товарищ Иванов, начальник Северной геолого-разведочной экспедиции товарищ Сульман, начальник отряда гражданского военного флота Свердловска, прокурор Ивдельского района Тымпалов. Ними было выработано решение о выброске десантов на весь маршрут похода группы спортсменов Дятлова. Конец цитаты. Ну, вы понимаете, опять, на весь маршрут поиска. Местные затихарились, не высовываются, тихонько наблюдают. На совещании выяснилось, что группа Слабцова при участии Манси под руководством Степана Курикова уже вышли на розыски на участке 2-й Северной и вверх по реке Лозьва. Данная группа получила задачу двигаться по маршруту группы Дятлова от 2-го Северного по реке Лозьва к горе Атартен. 25 февраля к поискам подключается 40-летний Чернышов. Об Усыгине, Проданове и Иванове, руководителях Ивдельского района, мы рассказывали в предыдущих частях, повторяться не будем. Чернышов – это капитан внутренней службы, помощник начальника штаба воинской части 6602 по обучению, отдел боевой и физической подготовки, спортсмен, участник и судья многочисленных соревнований в Ивделе по стрельбе и лыжам. Чернышов рассказывает, 25 февраля 59-го в 7 часов вечера ко мне подъехал командир нашей части товарищ Бусыгин и предложил поехать с ним в гостиницу. В пути он мне сказал, что мне предстоит возглавить поисковую группу по розыску пропавших без вести туристов. В гостинице было много товарищей, которых я до того не знал. Полковник Артюков, Масленников, Вишневский и другие. Мы стали обсуждать план поиска. Этот план в отношении меня сводился к тому, что я должен сформировать поисковую группу в количестве 5-6 человек и быть готовым к вылету 26 февраля к 13:00 в район маршрута группы Дятлова. Конец цитаты. Кроме Чернышова, в район поисков послали еще с десяток курсантов сержантской школы Ивдельского ИТЛ под командованием лейтенанта Потапова, которого Синюкаев охарактеризовал как хороший лыжник. Таких лыжников в Ивдельском ИТЛ было до черта. Это тем, кто удивляется, как фигуранты попали на место преступления 1 февраля. Кстати, Карелин утверждает, что Чернышов в район поисков прибыл на лыжах, а не на вертолете. В тот же день группа разбилась на 4 части. 3 человека, Слабцов, Шаравин и проводник Пашин, пошли по следу дятловцев вверх по Ауспии. На другой день, 26 февраля, на хребет забросили оперработников Ивдельского лагеря под руководством капитана Чернышова с целью обследовать перевалы Ауспии-Пурма и Пурма-Вишера. Это примерно на полпути от Атартена до Ойка-Чахаль.
А Слабцов, Шаравин и Коптелов очутились в одной группе с Пашиным, который прекрасно знал, где совершено преступление, и единственный, кто в этом признался через десятилетия. Понятно, что его друг, начальник пожарной охраны одного из лагерных отделений, Чеглаков, тоже об этом был осведомлен, так же, как и Манси Анямов. Вот они на фото. Справа Чеглаков, слева Пашин, а между ними Алексей Алексеевич Анямов. И вот как описывает события того дня Шаравин, и именно его показания часто пересказывают как непреложную истину. Мы втроем находились у Останца 26 февраля после подъема на перевал. Пашин стоял спиной к Останцу, лицом в сторону северного отрога горы 1079 и стал рассказывать нам об озере под Атартеном и крутом обрыве в сторону этого озера, то есть заинтересовал нас этим направлением. Поэтому мы пошли в этом направлении и впоследствии наткнулись на палатку, а Пашин сослался на нездоровье и остался у Останца. Конец цитаты. А теперь послушаем Слабцова. Наш путь с Шаравиным и охотником Иваном лежит на перевал в долину реки Лозьвы и далее на хребет, с которого надеялись в бинокль рассмотреть гору Атартен. На перевале Шаравин, просматривая в бинокль восточный склон хребта, увидел на снегу нечто похожее на заваленную палатку. Решили туда подняться, но без Ивана. Он сказал, что неважно себя чувствует и подождет нас на перевале. Мы поняли, что он просто струхнул. Что же испугался Иван? Он же охотник, тем более лесник. Значит, он знал, где палатка, но боялся себя выдать. Теперь показания Лебедева. С печальным известием вернулись Слабцов и Шаравин. Пройдя по следу дятловцев несколько километров, они дальше пошли ихним азимутом, вышли на перевал, разделяющий долины Ауспии и Лозьвы, где, оставив уставшего проводника, пошли по склону высоты 1079 вверх к привлекшей их внимание черной точке, которая оказалась порванной, полузасыпанной палаткой Дятлова. А теперь Слабцов образца 1999 года обрисовывает с высоты своих лет более расширенно этот эпизод и расставляет все акценты того примечательного дня. Немного отвлекусь, расскажу свою первую реакцию. У нас как поисковые работы были поставлены? Во-первых, нас забросили на вертолете не туда, куда собирались, не к Атартену, а южнее. Через некоторое время мы это поняли. С нами был радист и охотник. Они были местные, они были старше нас. Они предполагали, что ничего хорошего в завершении этой истории не предвидится. Мы, молодые, были совершенно убеждены, что ничего страшного не случилось. Ну, кто-то ногу сломал, где-нибудь соорудили избушку. Это пока никаких следов не нашли. В один из дней, не помню точно, у нас был такой режим. Мы день пройдем по маршруту, а потом на день разбегаемся на 2, 3, 4 человека 2-3 группами, чтобы найти следы. И в этот день, когда их нашли, мы были трое – местный, я и Миша Шаравин. Мы вышли на перевал и, не спускаясь, пошли левее перевала. Погода была нормальная. Пошли вот зачем. Пока мы доехали, нам баек нарассказывали великое множество. Основная басня была про гору Атартен, что та гора, на которой мы их нашли, и есть гора мертвецов, это я, считайте, узнал из прессы. Шайтан-гора считалась гора Атартен, и что на ней действительно когда-то кто-то погиб. Местные рассказывали, что на этой горе Атартен глубокие провалы, и на них зимой нарастают карнизы. Говорили, что местные, которые до дятловской группы погибли, они вместе с карнизом улетели с обрыва. Мы сначала не верили. Не очень в это веря, мы все же решили посмотреть. Когда мы поняли, что от горы далеко, у нас была у троих задача подняться на хребет и в бинокль посмотреть на гору Атартен. Мы предполагали, что это образование, оно в сторону юга будет видно в бинокль. Мы с перевала наискосок, на северо-запад мы и шли. Пока не увидели, подошли, страшно. Палатка стоит, середина у нее провалена. Не очень хорошо, но стоит.
Ничего вокруг нету. Представьте, 19-летние пацаны, а местный охотник вообще отстал и не торопится подходить. Конец цитаты. Итак, мы видим, что местные уже начинают гнуть эту линию и дуть в уши приезжим байки про непогоду, про частые бураны, пропавших охотников, Шайтан-гора, глубокие провалы. Ну и Пашин, который то ли приболел, то ли устал, то ли просто не спешил подходить к палатке. Если сложить все эти свидетельства до кучи, то получается, что Пашин подошел вместе со студентами близко к месту преступления. Он понял, что Шаравин увидел в бинокль чернеющий верх палатки, но идти в ту сторону и участвовать в ее обнаружении не пожелал. Сослался на плохое самочувствие и усталость. Объяснение этому нам абсолютно понятно. Пашину совершенно не хотелось фигурировать в уголовном деле. Он же знал, что это криминал, и ему не было резона мелькать в этом расследовании в качестве свидетеля. И по поведению Пашина можно догадаться, как вели себя и другие местные, которые предпочитали держаться в стороне. Помогать – да, но так, чтобы не оказаться в центре внимания грядущего следствия. Слабцов много раз рассказывал эту историю, и в 2013-м он передал нам все краски и оттенки тех настроений и чаяний, которые подытожат все вышесказанное. Сейчас мы были втроем, и наша задача была подняться на Уральский хребет. Он слева по ходу от нас, значит, чтобы сверху посмотреть. Бинокль у нас хороший был. Посмотреть вот эти вот сказки, которыми нас пугали, что на горе Атартен есть. Ну, какие-то карстовые образования, провалы, карнизы, и что когда-то, несколько лет назад, или много лет назад, правильнее сказать, значит, с этих карнизов оборвались несколько упряжек манси и разбились. Ну, чем черт не шутит, может, и они где-нибудь с этим карнизом улетели. У нас была задача на тот день, значит, но Шаравин взглянул прямо в это дело, внимательно рассматривая, и увидел, значит, если про гору Атартен, она должна была быть впереди нас, а слева от нас шел Уральский хребет. Но вот и пока Шаравин все это рассматривал, он на склонах этого Уральского хребта, но что-то сильно напоминающее палатку, еще был далеко до нее, километра, но может 1,5, может километры. А в интервью 2014-го Слабцов разбивает устоявшийся штамп от Шаравина. Вопрос Слабцову. Не складывалось ли у вас впечатление, что проводник специально наводит вас на палатку? Слабцов. Да нет. Вопрос. Наверное, случайно, ведь вы искали и нашли. Слабцов. Да нет, я это четко и тогда ощутил, и свое мнение потом не менял никогда. Что он сообразил, что здесь пахнет жареным, он в 2 раза нас старше, местный, опытный, и когда в бинокль-то он посмотрел, вопрос, то есть в бинокль все-таки он смотрел или вы вместе? Слабцов. Да, когда мы стояли на перевале, и я, и Шаравин поняли, что он не хочет идти, боясь, что там что-нибудь неприятное для него, ну и для нас. Так он сказал. Знаете, я подожду вас здесь. Ну, мы и договорились. Ладно. Конец цитаты. Все, с этим окончательно разобрались. Паша на палатку не наводил, он просто не горел желанием светиться в уголовном деле как свидетель. Вот так обнаружение палатки 26 февраля и стало поворотной точкой всей этой истории. Казалось бы, именно в этот момент должна была окончательно исчезнуть последняя надежда на то, что группа просто задержалась на маршруте. Разорванная палатка на открытом склоне, вещи внутри, брошенное снаряжение. Что должно было случиться, чтобы турист покинул добровольно зимой палатку и тем более оставил в ней почти все свое имущество, обувь и верхнюю одежду? И вот 26-го вечером в палатку поисковиков возвращаются Слабцов и Шаравин. С собой они принесли фляжку со спиртом почти полную и дневник Дятлова. Начали обсуждать, что же произошло. И тут придется еще один момент объяснить. Потом все возмущались, как это они осмелились вообще лезть в палатку, а тем более рубить ее. Ведь прокурор первым должен был прийти и все описать. Какой прокурор? Кто тогда думал о прокуроре? Еще раз повторяю, это была спасательная операция.
Шаравин потом пытался объяснить, что их не предупреждали о прокуроре. Конечно, не предупреждали, никто тогда не рассуждал такими категориями. Задача поисковиков – найти дятловцев живыми. И Слабцов с Шаравиным, ничтоже сумняшися, взяли дневник Дятлова, чтобы его почитать и понять, что же случилось с группой и где их искать дальше. А спирт прихватили, чтобы стресс снять. И замерзли, как цуцики в своих штормовках, хотели хоть немного согреться в теплой компании за ужином. И, читая дневник Дятлова, рассуждали, куда их товарищи могли подеваться. А Пашин с Чеглаковым смотрели на святую простоту желторотых студентов круглыми глазами. Рассказывает от Монаки. Мы тогда, кстати, 26-го вечером распили флягу спирта, которую взяли из палатки Дятлова. И пили за здравие, за надежду найти ребят. Только наш проводник, местный охотник Иван Пашин, сказал, что пора пить не за здравие, а за упокой. Конец цитаты. Пашин это произнес, потому что его, видимо, бесила наивность студентов. Он хотел их как-то приземлить. Вы видите, что люди покинули палатку практически без одежды и без снаряжения. Знаете, какие морозы стоят в этих местах в феврале? Как можно при этом выжить, если уже вам понятно, что-то случилось в начале маршрута, а значит почти месяц назад? Слабцов в интервью 1999-го наконец-то доносит до нас хоть какие-то эмоции. Хочу про психологию юнцов-спасателей сказать. Мы сели, разлили этот спирт, у нас оружия не было, ни спирта, ни водки не было. Я тогда в первый раз спирт пил, неразведенный. Выпили за их здоровье. Мы были убеждены, что они где-то сидят. 2 местных предложили за упокой выпить. Мы им чуть морду не набили. Были убеждены, что они где-то внизу. Месяц прошел. Фантазии на другое не хватало. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, информацию об обнаружении палатки группы Дятлова отправили радиограммой в Свердловск, но родственники, по всей вероятности, еще не представляли масштаба развернувшейся поисковой операции. Им казалось, что еще недостаточно они надавили на свердловские власти. Еще их нужно пнуть сверху, чтобы резвее действовали. И в разгар поисков Хрущеву летит аж правительственная телеграмма от Колеватовой, отправлена 26 февраля 1959 поздно вечером в 22:01. Дорогой Никита Сергеевич, к назначенному сроку 9 февраля группа туристов Политехнического института Свердловска не возвратилась из похода с Северного Урала. Поисковые работы начались поздно, только по истечении 10 дней. Областные организации до сих пор не приняли эффективных мер. Убедительно просим вашего содействия в срочном розыске наших детей. Теперь уже дорог каждый час. Как видим, Колеватова сильно сгущает краски. Назначенный срок она указала на 3 дня раньше. Считает, что областные организации еще не приняли эффективных мер, и до сих пор гуляет легенда, что поиски начались именно с этой правительственной телеграммы, и именно Хрущев дал отмашку искать группу Дятлова. Приложила руку к этому мифу и «Комсомольская правда», напечатав 10 лет назад статью, в которой есть громкий подзаголовок «Все началось с телеграммы».